Тогда вперед! Займись плотницкой мастерской. Плотницкой мастерской. Это самое странное предложение, которое меня интересует, черт возьми. Да, чего в мире только не происходит. Это что за нахрен? О боги, наконец-то. Вопросики в нашем имени превратились в такое привычно произносимое Лололошка. Вы заметили, какие тут у всех крутые имена? Ану, Айтер, Лололошка, Вахуб. Это ж по сути так реалистично, потому что в этой вселенной каждый придумывает себе имя через ассоциации и первые понравившиеся звуки. По крайней мере среди тех, кого я знаю. Да, сегодня наша первая серия с именем, а еще напомню, Глаз говорит, если я хочу разблокировать второй регион, мне нужно победить некого хранителя. Че это за хранитель такой, а? Давайте узнавать. А так, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в мастерская 47. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в мастерская 47, сезон, в котором мы, опять же Лолошка. Черт возьми, я, наверное, никогда так сильно не радовался своему имени. Приятно, когда тебя называют не долбаной зефиркой. Да, шарманщица? Имя у тебя, кстати, дурацкое. Ладно, самое главное, что мы вновь прокачались, получили какую-то статую мяча из американского футбола и услышали нечто великое. Теперь ты можешь разблокировать второй регион. Но сначала убедись, что твои подчиненные смогут победить хранителя этого региона. Ой-ой-ой, намечается драка? Учитывая, что в моем поселении еще в предыдущей серии прошел кризис и голод, надо реально убедиться, что я не вгоню своих подчиненных в очередную смертельную гонку. А то без поселения останусь. Кстати, предыдущая серия закончилась на Айтере. Он пришел ко мне что-то типа на экскурсию, я ему многое показал. Он сказал, что у него много таких же вещей, типа статуя, камень. А еще я ему сказал, называй меня Лололошка. Что ж, продолжаем. Ну, да. Интересное ты выбрал имя. Ну да. Я пока подобных не встречал. А как ты его придумал-то? Ну, не хочу рассказывать. Не знаю. Я просто произносил разные звуки. А когда произнес эти, что-то получилось. А, щелкнуло, да? Да, точно. Щелкнуло. Щелк. Угу, понимаю. У меня так же было. А, да? Подожди, то есть когда ты находишь свое имя, что-то щелкает? Спросить про других. А как было у других? У других? Ну, я слышал, что у некоторых так же. Вот. Но я не особо общаюсь с другими. А почему, кстати, не общаешься? Общение. Да я много раз пытался подружиться с кем-то, но каждый раз все заканчивалось предательством. Предательством? Угу, предательством. Я не знаю, что это значит. О, а ты счастливец. Эх, было бы прекрасно, если бы так и не узнал. Да. Но, к сожалению, мир устроен так, что это неизбежно. Тебя предали, бедненький. Ладно, что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что с другими существами надо быть поосторожнее. Не стоит верить каждому их слову. А про глаз ты то же самое можешь сказать? Кстати, смотрите, насколько мы поникли от этой информации. С другими существами... О, с голосом тоже? Да, реально. А? С голосом? Нет, я не это имел в виду. Слушай, а тебе не нужно проверить, как там твои формиксы? Что-то мы заболтались. Я тебя, наверное, от дела отвлекаю. Хорошо, пойдем посмотрим, как там мои формиксы. Нет, я не хочу тебе показывать ничего. А, то есть экскурсия продолжается. Ну, пойдем посмотрим. Так, давай за мной. У меня лапки. Ну, давай. Где там был твой оркестратор? Оркестратор? Ну да, это я так и называю эту штуку, в которую мы миром управляем. А ты как ее называешь? Пока никак. Я не придумал.
Вилка, вилка. Я называю это вилкой. Давай, пойдем. Слушай, а вот то, что кто-то может подойти к этому... Как ты еще раз назвал? Оркестратор? То есть, если... Почему оркестратор, блин? Это, дорогой мой Айтер, еще раз называется вилка. У меня тут в целом ничего нового. Мир вроде бы не открылся. Вот что насчет второго региона? Как мне туда попасть? Здесь ничего не поменялось. Ну, что? Как дела? Смотрю, ты вообще быстро развиваешься. Да, я Мне, такой... знаешь, кажется, у меня поначалу прогресс был помедленнее. Прогресс. Знаешь, я хочу тоже посмотреть на твой мир. А? А телепорт-то у тебя есть? Я не помню, с какого уровня он доступен, но... Нет, у меня нет. Так и думал. Значит, придется нам подождать, пока ты телепорт построишь. Ох. И, кажется, его еще здорово прокачать надо. Но я буду очень рад, когда ты наконец-то придешь в гости. А пока постараюсь почаще к тебе заглядывать. Если, конечно, ты не против. Конечно, конечно, да. Я буду рад. Отлично. А что у тебя с вышкой? Пока первого уровня. Понятно. Вот еще вышку вкладывайся обязательно, она нам пригодится. Ладно, хорошо. Ой, спасибо за инструктаж. Ладно, к сожалению, мне идти нужно, так что... Все правильно, Айтер. У тебя там дел полно, наверное. Ну да, наверняка полно. Рад был увидеться, Лололошка. Какая улыбочка. У меня такая же, когда появилось имя. Наконец-то ты уходишь. Блин, ну мы не будем грозного лолошку строить, наверное. Я буду добряка, и я был рад. Спасибо. Давай, пока. 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 Круто, блин, телепорт. Что скажешь, Глаз? Смотрю, подружились. Ага. И ты воспользуешься советами твоего нового друга? Совет. Да, конечно. Так, а каким именно? Советом улучшить вышку? Или советом никому не доверять? Если воспользоваться вторым советом, то тебе не стоило бы и Айтеру доверять. А вдруг он специально дает тебе неправильные советы? Ну, не знаю. Да, это сложная ситуация. Ну так и как поступишь? Я буду... ну, не знаю, а чё мне не доверять Айтеру? Ну, с какой стати? Он мне сейчас и про портал такое сказанул, и про вышку, и вроде бы рассказал о том, что у него такие же вещи, как у меня, типа камень, статуя. Вроде бы нормальный диалог. Я сделаю, как сказал Айтер. Да, хороший парень. Хорошо, я понял. Очень интересно, какие же выборы ты сделаешь дальше. Тем не менее, мне пора. Спокойной ночи, Лололошка. Он назвал меня по имени. Спокойной ночи. Лолошка! Наконец-то нет этих долбанных вопросиков. Так, погоди. Слушай, у меня тут сразу было режим контроля. Эй, Формикс, а ты чё стоишь? Пора работать. Вот именно, пора работать. Отправляем на добычу версии форма, потому что банально мало. И есть еще один Формикс. Опять работа. Опять работа. Давай-ка ты, наверное, поможешь. Еда у меня 600. Так, и у меня рыбак 44. Ой, слушайте, ну ладно. Рыбы у него много. Как дела с Эйдосами, ребят? Я слышу шепот потоков. Мой любимый персонаж. Эфиросборщик. 30 Эйдосов, кстати. Неплохо. Ну-ка, какие у меня новые слова разблокировались? Глупость. Глупость может казаться безобидной на первый взгляд, но зачастую она опасна. Он уже осмысливает это словами. Ай да лололошка. Отклонить. Минус 2 интеллекта. Вы чё рофлите? Конечно, плюс интеллект. Мне там эти эйдосы пока не нужны. Все, что дает вот эти вот интеллекты, тело и волю, принимаем. Потому что эйдосы, ну они просто зарабатываются, понимаете? По итогу давай проверим, что я могу улучшить. Работяга на 7 уровне. У меня сейчас 6-й. Так, а вышка? 6-й уровень нужен, кстати. На 4-м уровне позволяет перехватывать более объемные сообщения. Разблокирует дальнейшее улучшение постройки до 4-го уровня. Эйдосы 45 нужны и... Хорошо, ладно. Наверное, я все-таки зря отклонял эйдосы только что. Мы тогда как поступим? Берем второго работягу Опять работа. и тоже превращаем его в эфиросборщика.
Сюда! Да, потратил весь версиформ, но какие же они красавцы, да? Может быть, третьего еще привести? Ну-ка, у тебя сколько? Хорошо, босс. 50, а у тебя 20. Чисто теоретически я могу прокачать рудокопа, и рудокопы эффективнее выкапывают залежи версиформа. А, кстати, я могу это сделать прямо сейчас. Бам! И поехали. Что нужно, чтобы вас прокачать? Специализация рудокоп. 250 эфира, 250 риса. Ладно, давай. О, какие же они красавчики-то, я в шоке. Ну-ка, какие у тебя фразы? За рудой! Копать, 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 копать! Блин, я просто это обожаю. Это реально лучшее решение. Ой, ну он, кстати, быстро добыл, не? Ну, смотрите, он сейчас уже начинает копать. И как много времени на это уйдет? Так, копает. Слушайте, а может быть он сможет добывать даже вот эту залежь? Честно говоря, было бы шикарно. Но сейчас я в любом случае хочу посмотреть, как быстро он добывает. Пока что непонятно, потому что вот этот тоже справляется. Новая попытка. О, кстати, добыл версиформ. За рудой! Копать, копать, Да... копать, копать! Ты уже говорил это, блин! Новую фразу выдай! Ладно, еще раз. Мне нужен версиформ. Стоять я без дела не буду, поэтому бам! Еще бам! И поехали! Ну все, нужное количество эйдосов добыто, вышка, улучшаем, сюда. И теперь я могу улучшать именно прям строение, да? Так, качество связи, да-да-да. 300 риса теперь не хватает. Ребятки, как вы там, добыли? За рудой! Копать, 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 копать! Не копать, погоди, а ну-ка идите, ребят. Вот ты отдавай рыбу, и ты, наверное, тоже иди отдавай рыбу. Теперь у меня 324 риса, но будет 456, найс. Ай, копать, 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 копать! Далее добывать и проверяем. Да, я могу улучшить до 2 уровня, поехали. Блин, это на самом деле тяжело. Я думал, что это все будет куда проще, но ресурсы нужны неимоверные. Я понимаю, что мне нужны прям буквально все рабочие. И те, кто на дереве, и те, кто на руде, и на еде, и эйдосы добывают. В любом случае, вышка связи почти доделалась. 98, 99 и... Готово! А, она прям так достраивается, прикольно. Ну-ка, давай зайдем. Доверие. Доверие. Не очень понимаю, что это. Это значит верить тому, что кто-то говорит? Верю ли я Айтору? А почему нет? Верю ли я бродячему торговцу? Нет. Нет, конечно. Он пытался обмануть меня. Айтор не пытался меня обмануть. Ой, стоп. Что-то я странное делаю. С кем я разговариваю? О, сам с собой. Это называется мысли вслух, дружище. Мысли вслух. Так, смотрим. Тут у нас ничего. И я так понимаю, я не могу посмотреть текст, да? От 2 уровня вышки сообщения не стали четче. Это обидно. Хотелось бы. О! Так. А ну-ка, кто это? 4-е перехваченное сообщение. О, полнота сообщений уже 33%. Отправитель, непонятно. Получатель. Так, посчитаем. Шк. А, блин, нет, это, по-моему, не то. Время отправления несколько секунд назад. Так это, подожди, это получается мне? Текст сообщения. Я могу купить рис, допустим, да? Подарочек. Верну. Ну ладно, лучше мне, честно говоря, не стало. Там лицо. Подожди, что? Там... А, вот это. Господи, ты про это? В этом сообщении лицо. Это чтобы было понятнее, да? Это другие друг другу пишут. Вот бы я мог Айтору написать сообщение. Ты познаешь смайлики. Блин, я каждый раз забываю, что Лолошка вообще ничего не знает. Даже смайлики, даже мысли вслух, всему удивляется. Я уже как сумасшедший туда-сюда бегаю, добываю эти эйдосы, и они просто улетают. Вот у меня сейчас всего лишь 1 эйдос. Так-то дико получается, нам бы где-то еще добывать. Эйдосы.
Подарочек? Погоди, об этом же было написано в сообщении, да? Здрасте. О, Эйдос. О, господи! Ресурсы! Спасибо! А кто это мне такое дал? Стоп, сколько это? 160 риса, 200 эфира и примерно 100 версиформа. А за что такие почести, реально? Ну-ка, открыть компьютер. Но если это Айтер, то посмотрите, тут такое длинное сообщение, что пипец. Единственное, кому это подходит, это шарманщица. А еще у моей вышки связи появился второй пунктик. Да, то есть каждый новый уровень прибавляется плюс полосочка. Ты, дружище. Ай, копать! Да, иди добудь, наверное, еще версиформа. Как мы понимаем, он мне в будущем понадобится. Давай большую залишь. Во, прям такая нормальная. Глубоко копай. Глубоко. Вообще, я могу очень жестко упороться и построить жилое здание. Требуется 1000 риса, 5000 эфира и 5000 версиформа. Но увеличивает население на 10. Мне эти 10 дополнительных формиксов принесут много рыбалки, много добычи других ресурсов, но в то же время 5000 я, наверное, столько просто не добуду. Нам нужна новая... О, господи. Доброе утро! Да, доброе. Нам нужна новая локация, и, может быть, там будут ресурсы. Доброе утро. Как прошла ночь? Продуктивно? Не знаю. Ну, я имею в виду, много ли ты успел сделать, пока меня не было? Да, много. Очень много. Прилетел белый воздушный шар с бантом. О, ты получил подарок. Да, подарок. И от кого подарок? Ой, а подарок должен быть от кого-то? Ну, конечно. А ты думал, они появляются из ниоткуда? Такого не бывает. Вот и подумай, кто бы мог прислать тебе подарок? Айтер! Возможно. А что, не Айтер? Ну не шарманщица же какая-нибудь, я даже не знаю. Не Вахуб? А ну? Тоже вряд ли. Кстати, что касаемо эйдосов и повышения уровня. Мне подсказали, что скрипт может не сработать, если у тебя не будет достаточного количества денег на балансе. Поэтому желательно, если ты хочешь быстро прокачиваться, копи эйдосы. И вот с такой информацией я понимаю, что мне только хуже. Я эти эйдосы коплю, правда, я стараюсь. Но как же они медленно копятся. Некоторые, наверное, скажут: да чё ты паришься, просто отклони какое-нибудь слово и вот тебе эйдосы. Но блин, я лучше умно всегда прокачаю, чем потрачу эти 5 эйдосов и все. Давай, наверное, кстати, примем, да? Вот так вот. 8-й разум. Спешка. Если поспешить, то можно успеть. А можно и сделать глупостей. О, нифига. Так, тело 3, воля 1, да. Хорошая прокачка, я бы даже сказал шикарная. Совет. Пока что прокачивается, но уже скоро. Я. 100%. Кто это? Это я? 40 эйдосов. Ой, блин, вот это уже хорошо звучит. Вот это прям 40 эйдосов, это так приятно. Я, наверное, возьму эйдосы. Да. Я возьму эйдосы. Хочу, я пипец хочу. Совет наверняка изучился. Давать и получать советы нужно уметь. Это, кстати, правда. Многим людям бы такому поучиться. Минус 1 разум, 20 эйдосов. Плюс 1... ну, наверное... лучше я возьму опять же волю. Хотя 20 эйдосов звучит прикольно. Я могу прямо сейчас что-нибудь прокачать. Вау, что я нашел. Расчетливость. Познание этого навыка позволит вам управлять своим я чуть лучше. Увеличивает количество эйдосов при отклонении мыслей на 15. Блин, то есть это же выгодно, не? Я могу сейчас это прокачать. Далее отклонить мысль, которая называется совет. И получить не 20, а 35 эйдосов. Короче, изучил лучника. Познание этого навыка разблокирует в режиме контроля возможность найма лучников в казармах. Лучники — медленные и уязвимые воины дальнего боя, поражающие цели на дистанции. Да, я потратил немного эйдосов, но тем не менее я решил, что сейчас мы возьмем совет и отклоним его. Да, я хочу себе эйдосы. В итоге у меня 68. А теперь проверка.
Вот оно, лучник. Требуется... Блин, да ладно. Одно жилье требуется, а у меня сейчас население 5 из 5. Черт. Это все так дорого. У меня нет таких ресурсов. Ладно, рудокопчик. Ты у нас, я смотрю, добыл всю руду здесь. Иди теперь вот за этой. Глубоко копаю. Глубоко, правда. Эй, Да. Лолошка, Да? ты уже догадался, да? Да. Время переходить на новый уровень. Погоди, я вот по этому колесу могу понимать, когда будет? Или что? Что-то я даже как-то не всматривался. Ну да, видимо. Именно, переходить на новый уровень. Итак, ты готов отдать 70 эйдосов, чтобы перейти на следующий уровень? Да, конечно. Накопил. О, прекрасно. В таком случае я забираю у тебя эйдосы и перевожу тебя на 7-й уровень. Оу, Ну, это классика. Сейчас будет вот это вот падение какое-то, да? Или что будет? Только, знаете, как будто уже и падать некуда. Сюда! Есть! Конечно же, есть куда. Привет, Формик. Каждый раз после падения. Что? Интересно, это что-то значит? О? Это что сейчас за ломание 4-й стены было? А теперь скажи мне, какое счастье ты желаешь сегодня? Классика. Род, нужда, ум. Ну, чисто вот так по приколу, знаете, давайте подумаем. Род? Ну, наверное, есть. Чё мне этот род? Ум? Ну, я разум качаю. У меня его уже 8 уровней, поэтому... Нужда — это типа тело. Вот тело у меня, по-моему, не прокачанное, поэтому нужда. Хотя род — это тоже тело. Блин. Отличный выбор. Теперь, поскольку ты перешел на 7-й уровень, Оу, е. ты можешь построить плотницкую мастерскую. И в связи с этим я хотел сделать тебе интересное предложение. А? Какое? Тебе, наверное, ты заметил, иногда не хватает эйдосов. О, да. Очень не хватает, ты меня прям читаешь. Понимаю, это печально. Ведь хочется и здание построить, и на следующий уровень перейти. Я хотел помочь тебе, поэтому уже договорился с кем надо. Иногда при переходе на следующий уровень ты сможешь заплатить часть эйдосами, а другую часть стульями. Стульями? Да, А что это? это такой предмет мебели. На нем можно сидеть. Ты сможешь изготавливать стулья в плотницкой мастерской. Как тебе такая идея? Это прикольно звучит. Хочешь попробовать? Да, давай попробуем. Нет, не хочу, буду платить эйдосами. Стулья мне самому нужны. Ну да, попробуем, конечно. Стульями. Замечательно. Тогда вперед! Займись плотницкой мастерской. Плотницкой мастерской. Это самое странное предложение, которое меня интересует, черт возьми. Познание, ну-ка. Склад, вышка, рисовое поле. А, вот оно, да, реально, плотницкая мастерская. Познание этого навыка позволяет построить мастерскую, ремесленный цех, где формиксы создают из версиформа практичную мебель, удобные седла и надежные луки для повседневных нужд поселения. Требования уровень 7, эйдосы 20, атрибуты 7 и 7. О, у меня как раз это все есть, то есть нужно только эйдосы. Но знаете, что самое интересное? Нафига тебе стулья? Это уже превращается в какую-то очень странную сделку, в которой я все еще в деле, это правда, но она не перестает быть странной. По итогу взгляните на эту гору, офигеть, больше половины заполнена. То есть, по сути, еще вот здесь и вот тут. Или только 2. Ну, короче, либо 2, либо 3 статуи. Не буду томить, плотницкая мастерская готова. Режим контроля. Ребята, свободные Где ребята. копать? Где копать? Давай вот здесь. Во, плотницкая мастерская. Сколько
Сколько? 1500 эфира? У меня 532. О, это пипец. Мне нужны буквально все, кто умеет что-то делать. Кто умеет работать руками. В прямом эфире. Да, привет, ребят, идите отдавайте эйдосы. Ну и по сути я запряг буквально всех. Вот первый, второй, третий, четвертый и пятый. Даже рыбак добывает эфир. За работу, парни! Слушайте, я как будто куда-то немного далековато убежал. И я уже даже не понимаю, где я. Что это? Это явно какое-то здание. Явно не рабочее. Глаз меня, кстати, здесь не видит, как будто. Что это? Хм. Ну, да, наверное, это что-то, что мы в будущем починим. Но я сюда прибежал только ради того, чтобы эфир добыть. Ходим по закоулочкам и кликаем. Все. Ладно, пойду-ка я отсюда. Как-то тревожно мне. За рудой! Копать, 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 копать! Дамы и господа, свершилась плотницкая мастерская. Наконец-то мы можем ее впендюрить между рисовым полем и между складом. Вот как-то... Вот так. Да, идеально. Работяги пусть продолжат добывать эфир, но одного рыбака... Вот он сдал. Да-да-да, ты пойдешь добывать дальше еду, а то я боюсь. Не хочу, чтобы все погибли от голода. О, нифига! А плотницкая мастерская так-то быстро делается. Уже 70%. Какая красота! Наконец-то в нашем поселении будет что-то более работяжное, чем тупо добыча ресурсов. Оп, готово. Так. Ого, уже? Быстро ты. Да, это я. Само собой. Чуть-чуть поязвим. Так, и как этим пользоваться? На какую-то кнопку, может быть? Здесь, ой, здесь я просто могу сесть. Ничего не нажимается. А, ну, наверное, надо через ту камеру зайти. У меня как раз тут один работяга есть незанятый. И мне нужно, вот, заказать стул, который... Подожди, сколько? 360 секунд, о господи! Но он не будет делаться до тех пор, опять же, пока... Ай, копать, копать, Так, копать, тихо копать! ты, тихо, тихо. Пока я не пошлю сюда, ну, хотя бы рудокопа. Вот, занять здание. Бам! Вау, круто! Так, а это у нас что такое? Я слышу шепот потоков. Че это ты не работаешь? Иди давай работай. Стул будет делаться, ну, реально долго. То есть 360 секунд — это 6 минут. Офигеть! Да, чего в мире только не происходит. Это что за нахрен? Утка? Знаете, вот до этого я пытался строить логическую цепочку, а сейчас я... Нет. Какая к черту утка? Почему в моем мире появилась утка и ушла? Знаете, а вот на такой прекрасной ноте мы, наверное, будем постепенно заканчивать. Я в душе не чаю, что мне сейчас нужно на все это сказать. Пишите свои догадки, комментарии. Собственно, делаем стулья, копим эйдосы, копим остальные ресурсы. И, кстати, мне еще нужен какой-то второй регион. Но для этого надо победить хранителя. Посмотрим, что из этого получится. Ребят, спасибо большое за просмотр. Я капец как надеюсь, что вы в начале еще... Реально, это еще начало сезона. Надеюсь, что вы не забудете поставить лайк и подписаться, и поддержать это самое начало сезона. Как говорится, дальше больше, и дальше что-то намечается. Какая к черту утка? Ха. Если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей, кстати. А с вами были Лолошка, который реально Лолошка с именем, Утка, Плотницкая мастерская и новые торги с глазом. Всем удачи, всем пока, пока-пока-пока, пока!